Приветствую всех любителей и фанатов Таро. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня по вашим просьбам буду делать обзор на парные колоды, парные инструменты Таро или Норман Весенней Поляны. Колоды от Хэти Торн. Не первые колоды, вы знаете, у меня их много, наверное, практически все. Может быть, там одной-двух нет из ее изданий. Поэтому буду вам показывать. Итак, колода этого года. Ну как это? Вообще она по предзаказу, я, конечно, заказывала ее в прошлом году. Так получалось дешевле. И брала я сетом. Плюс тогда на него была акция. Сейчас сет, стоимость варьируется в разные дни, если вы будете смотреть на Итси, от 140 там, до 130. Я, когда заказывала по предзаказу, это было что-то порядка $120 за сет. Ну, конечно, вы еще оплачиваете доставку и, возможно, налоги вашей страны. То есть, чтобы вы понимали, сколько вам это обойдется. Сама колода Таро может стоить порядка от 80, по-моему, там был разбег до 95. То есть, естественно, вы должны понимать, если колода вам попадает в сезон, ну, в сезон как раз вот сейчас вот весна, да, на нее есть спрос, соответственно, она будет, допустим, дороже остальных колод, которые там являются там зимней коллекцией, осенней коллекцией и так далее. То есть, чтобы вы понимали эти вещи. Для тех, кто не знаком с колодами от Хэти Торн. Итак, название. Вот, показываю вам. Вот такая, ничем, по сути, не примечательная коробочка. Здесь краткое описание и, конечно же, сайт, где вы можете заказать. Кстати, на сайте будет дешевле, чем на других площадках. Это уже проверено. Поэтому здесь единственный минус, скорее всего, вы не получите номер отслеживания. Если как бы на Итси это есть, то когда вы заказываете у Хэти Торн на официальном сайте, здесь, знаете, как просто ждать маны небесной, когда она придет. Но скажу честно, разницы какой-то особой нет, что по срокам идентично. И все также пришло в целости и сохранности, поэтому переживать не стоит. Так, вот такие боксы, пустые, сопроводительных МБК нет для тех, кто, допустим, ждал, хотел. Кому-то актуально, кому-то нет. Я скажу так, вот эти оракульные колоды, они уже больше для тех, кто знает хорошо базу Таро, для кого-то не первый инструмент, поэтому люди берут себе их в работу как нечто новое, знаете, как с целью получить какие-то новые эмоции и впечатления. Будем смотреть. Что обожаю? Я обожаю матовые колоды. Вот матовая двусторонняя ламинация. Прекрасная, красивенная рубашка. Что у Таро, что Ленорман. Не зря они парные колоды. Я знаю, что многие заценили вот в тех раскладах, которые делала на март месяц. Всем очень понравилось. И многие мне писали, просили сделать обзор на эти инструменты. Колода классического размера. Здесь у нас идет 12 на 6,5, то есть она хорошо будет ложиться в руку, с этим нет никаких проблем, в особенности, если у вас маленькая ручка. Может быть плюс, может быть минус, кому как. Вообще, наверное, мне кажется, был бы идеальный вариант, если бы торцы еще чем-то были обработаны, потому что вся эта белая красота со временем, если в особенности она у вас рабочая лошадка, то на ежедневной основе все это, конечно же, будет затираться. Как бы вы старались там бережно не относиться или не ухаживать за колодой. Как мы видим, безрамочная. Для меня это определенный плюс. Здесь она англоязычная. Все читабельно по системе Райдера Уэйта. 78 арканов. Дополнительных пустых карт нет. Не знаю, кому это важно, а кому не важно. Для тех, кто впервые на канале, напоминаю, что свои, так сказать, обзоры, скорее всего, для вас это будет просто как галерея колоды, визуальный ряд. Я не даю наработок по инструменту, потому что с каждым из вас карты будут работать или звучать по-своему. То есть, я считаю, что это бессмысленно. Вы просто для себя смотрите, оцениваете, понимаете, осознаете, то есть имеет ли смысл вам приобретать этот инструмент или нет, подходит ли он вам по качеству, нравится ли он вам по энергетике. Это больше, знаете, для тех, кто сомневается, стоит покупать или не стоит, и для себя рассматривает какие-то новинки. Кому подойдет эта колода? Подойдет ли она новичкам? Ну, скажу так, если по сути базу вы выучили, знаете хорошо, то у вас не составит здесь труда сопоставить с классикой, конечно же, на ней работать, с ней взаимодействовать. Безусловно, в плане прорисовки, не зря она называется оракульной,
Она будет отличаться деталями, нюансами, тонами, полутонами. То есть не так все будет прорисовано идентично, как в классике, но в этом-то ее особенность и изюминка. Для чего мы приобретаем оракульные колоды? Потому что именно тона или полутона дают нам понять новое значение или глубину арканов, или новый какой-то подход к ситуации. Кому-то это сложно, а кому-то тяжело, но тех, у кого, говорю, Таро уже как ежедневная практика, здесь у вас с этим не будет никаких проблем, это не составит труда. Но вот обратите внимание, естественно, здесь это отличается в плане прорисовки по классике. Так же, как если мы обратим внимание на аркан влюбленные, здесь у нас нет ситуации выбора, здесь это четко идет единение пары. Вот такой вот нетривиальный подход и изображение аркана мир. И вот шестерка жезлов. Кто-то может спутать с арканом солнце. Поэтому, да, здесь нужно уже кому-то или обращать внимание на подпись аркана, ну или научиться их чувствовать. Мне очень нравится, что плотный картон. То есть, действительно, посмотрите, толщина карты шикарная. Они при этом хорошо тасуются. Не отходит ламинация. Был дефект, я вам показывала в колоде Хэти Торн Момента Мори. Там, к сожалению, несмотря на то, что колода очень красива, но как-то ламинация выполнена некачественно. Здесь таких каких-то нюансов нет, поэтому могу смело рекомендовать. То есть над последними колодами они поработали, видимо, что-то изменили или доработали. Однозначно колода подойдет тем, кто делает контент, у кого свои YouTube-каналы, Instagram или какие-то другие социальные площадки, потому что будет шикарная как для постов, так и для видео. Она действительно одна из тех инструментов, которые цепляют взгляд. Даже мужчины, которые, наверное, равнодушны к колодам, эти писали, блин, что за классная колода. Спрашивали, интересовались, да, то есть хотя бы посмотреть на саму галерею. Кто-то, я знаю, покупает, допустим, своим девушкам, женщинам на подарок. В особенности, если вы знаете там вкусовые предпочтения, то да, действительно, это будет такой достойный инструмент. Она, безусловно, легкая, как некоторые любят говорить, светлая. Вот те, кто любит светлые колоды, однозначно ваш вариант. Естественно, некоторые мне писали, конечно же, я и сама это вижу. Поверьте, у меня не какие-то там проплаченные обзоры, инструменты я приобретаю сама. Люди писали, что вы обратили внимание, колоды от Хэти это больше, наверное, как масс-маркет, потому что угадывается, грубо говоря, простите, рисунок может быть один и тот же, да, только здесь вот такая же поза, но будет такое же идентичное дерево, но, допустим, в колоде, которая может являться осенней, вот в таком ключе. Да, это действительно так, образы перекликаются в колодах, кому-то это в минус, кому-то это в плюс. Могу сказать так, это не та ситуация, где вам, если у вас уже есть какие-то колоды от Хэти Торн, и вы думаете, стоит или не стоит, если как бы напряг в плане финансов, да, купить лишний инструмент, то я думаю, нет. Тогда стоит обратить внимание на какую-то другую колоду. Если бюджет позволяет, то это, знаете, как своего рода, вот знаете, есть колода там на весну, на лето, на осень. Вот это в таком ключе. То есть если вы просто хотите разнообразить свою коллекцию, или для себя, это как для девушки каждый раз новое платье, новые туфли или сумочка, вот это то, что поднимает настроение. Потому что боль тарологов, это, знаете, мне нечего сегодня надеть. Так вот это, мне не с чем сегодня выйти в эфир. Бывает, что от каких-то колод устаешь. Или просто хочется какой-то новой энергетики, красоты. Вот чем-то даже себя, наверное, побаловать, какой-то сменой обстановки, чем-то таким прекрасным. Если у вас стоит такая цель или задача, то однозначно да. Опять же, кто-то пишет и говорит, что ой, терпеть не могу колоды, созданные при помощи искусственного интеллекта, потому что они какие-то неживые, или там они какие-то, как мне пишут, вообще отвратительные. Ребят, по сути так можно сказать про даже любую рисованную колоду. Тот факт, что колоду создает искусственный интеллект, это не значит, что автор не вкладывает свою душу, не продумывает какие-то мелочи или детали. Все равно здесь, я говорю, есть почерк автора, и есть стиль, и есть вкус, и есть энергетика и подача. Просто каждый решает сам для себя, актуально для вас это или нет. У меня прекрасно работают колоды
созданы искусственным интеллектом. Более того, они мне нравятся. Мне нравится, у них также есть глубина, у них есть подача, у них есть своя ну, какая-то, знаете, нить повествования. То есть это 100% не будет, знаете, каким-то вот шлаком, который пылится у вас на полке. Я даже могу сказать более. Очень много колод из масс-маркета, которые идут от каких-то издательских гигантов, ну, по принципу там Los Carabeo, US Games, Rock Publishing, Levelin. Там без слез не взглянешь. Казалось бы, рисуют художники, но честно, обнять и плакать. То есть мне вот эти вот колоды в разы ближе, чем то, что сейчас предлагают в последнее время вот эти вот гиганты. Тут, конечно, каждому свое. Я просто говорю свое субъективное мнение, свою точку зрения. Но мне вот эти инструменты очень по душе. И более того, многие, кто смотрели расклады на этой колоде, написали прям чувствуется какое-то вот весеннее настроение, подача, энергетика. Люди так и писали, что, вы знаете, вот почему-то так зашли эти карты. Несмотря на то, что, может быть, где-то прогноз для кого-то был не особо сладкий, но тем не менее люди получили какое-то воодушевление. Колода выполнена в такой вот акварельной технике, мазками. Не знаю, насколько вам видно, но смотрится это очень хорошо. Какая красота. Опять же, нетривиальный подход. Вот 8 монет, садовник ухаживает за цветами. Ну, классно же. Супер. Или 9 жезлов, да, отстраниться от всего и вся. Как бы почувствовать защиту, быть за какой-то вот стеной. Но вместе с тем вы понимаете, о чем здесь идет речь. То есть от классики эта ситуация далеко не уходит. Или вот какая милота. Классно. Как мне говорят, ой, есть какие-то арканы не особо удачные. Ну, может быть, я не спорю. Но это не та ситуация, когда постарались только над старшими, а младшие вообще ни о чем, как бывает в большинстве колод. Здесь видно, что продумывалась ситуация по каждому из арканов и действительно старались и вложили душу, вложили эмоции. Ну, для меня супер. Кстати, если она у вас есть в работе, можете также написать в комментариях для других, как вам по качеству в работе, как взаимодействуют с вами. То есть ваши какие-то там плюсы и минусы данного инструмента. Сейчас еще бегло покажу колоду «Компаньон». А именно колода Ленорман. Здесь больше 36 листов. То есть здесь автор добавила еще и свои, так сказать, арканы. И что удобно, допустим, для новичков, видите, краткие ключевые слова или краткие значения. Вот, кстати, птичья клетка. Это карта, которая присуща только этой колоде. И если у кого-то нет опыта, это будет такой вот ключевой подсказкой, да, как прочесть сочетание карт, с чего начать, чем завершить. Опять же, ну, все, что идет после 36-го аркана, как вы видите, это все дополнительные карты. Здесь, как мы видим, карта крупновата. Она здесь идет 7/6. Если у вас большой алтарь, то есть если вы делаете большой дом Ленорман, то да, нужно будет достаточно места, чтобы выложить все 36 листов. Если вы работаете какими-то небольшими позиционными раскладами, или может быть там триадами, то тогда действительно эта колода будет вам удобна в работе. Скажу честно, я, допустим, для большого дома Ленорман я беру маленькую колоду, которая меньше. Это Ленорман под розами. То есть мне в этом ключе с ней в разы удобнее работать. Потому что, несмотря на то, что у меня действительно очень такой большой стол, специально себе такой просила, такой заказывала, у меня ширина, грубо говоря, вот, вот эта вот ширина стола у меня идет где-то 2 метра, и получается длина стола, сейчас скажу, где-то сантиметров 80. И при всем при этом не всегда хватает, чтобы выложить все карты или все расклады, которые ты выполняешь во время консультации.
Поэтому здесь смотрите по габаритам своего рабочего пространства, помещения. Вот посмотрите, как красиво. Стоит ли брать колоды компаньоны? Ну, конечно, если вы на Ленорман не работаете, в этом нет никакого смысла. Если все-таки вы практикуете одномоментно на 2 колодах, это будет для вас таким вот потрясающим дополнением. Хотя некоторые пишут мне, что ой, колоды сливаются. Ну, при грамотной подаче или, скажем так, при грамотной подсветки, то есть, допустим, подложка, фон, на котором вы работаете, или освещение, которое вы используете, любую колоду, любые инструменты можно очень красиво обыграть, и они действительно будут качественно дополнять друг друга. Вот опять же карта молния, тучи, солнце. Вот согласитесь, не просто солнце, да, вот так вот по-весеннему, хотя кого-то могут эти детали сбивать с толку, но это будет касаться только новичков. Те, кто практикует давно, смогут здесь понять, о чем идет речь. Такая вся очень нежная, мимими. Вот тоже интересная развилка, да? Это вот пути. Класс. Вот такая вот белая лисичка. Кстати, карта птицы, здесь изображена одна птица. Помимо всего прочего, это больше будет как разговор или получение информации. То есть те, кто у нас привыкли видеть в птицах или картах там совы, пару, и это как указание на родителей, здесь эта карта не будет звучать в таком ключе. Поэтому обращайте внимание на прорисовку. Она действительно очень важна. То же самое, как и по карте змея. Здесь карта совы, она, видите, идет как дополнительным арканом. И опять же, она не несет в себе значения, как члены семьи, родственники или там создание крепкого союза. То есть здесь немножечко не об этом, чтобы вы сами себя потом не путали. Вот, очень красивая карта кольцо. Прям такая нежнятина. Просто супер. Даже обратили внимание, даже, так скажем так, условно негативные карты, они идут в таком мягком ключе, с мягкой подачей. Ну, это как раз актуально для тех, кто вообще не приемлет какого-то, не знаю, негатива или полутонов в раскладах, которым нужно, чтобы все было вытянуто в максимальном позитивном ключе. Вот такая красота. Надеюсь, вам обзор был полезен. Пишите, пожалуйста, под видео колоды, которые вы хотели бы видеть на обзоре, или какую бы информацию, о каком инструменте вы хотели бы узнать. Да, писали мне там по поводу Terra Volatile, волатильной земли, и по поводу других колод. Я постараюсь найти время и выполнить вам обзоры на те колоды. Сейчас стараюсь показывать и осматривать те, которые использую в раскладах. То, что у меня уже давно стоит в моих кладовых, буду потихонечку находить время и вам показывать. Вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.